Ну что, мои дорогие друзья, спешу вас обрадовать, сообщив вам при этом просто фантастическую новость, связанную с Mozart Finance. На самом же деле новостей несколько, но об этом всем по порядку я расскажу вам уже прямо сейчас. И начну я, пожалуй, с самой первой новости, которая сообщает об успешном завершении аудиторских проверок от Immune Bytes всех смарт-контрактов Mozart Finance. Убедиться же в этом вы легко сможете, перейдя на такой ресурс, как GitHub, где, собственно говоря, и прикреплены все сопутствующие на эту тему отчеты, ознакомиться с которыми вы сможете уже самостоятельно, более подробно. А для всех тех, кто слабо еще в этом деле разбирается, отмечу, что главная цель аудита состояла в том, чтобы убедиться, что система смарт-контрактов Mozart Finance безопасна, устойчива и работает в соответствии со всеми спецификациями, что я считаю самое главное. Но, как говорится, приятные моменты на этом не закончились, потому что теперь у вас есть еще и отличная возможность наконец-то перейти на официальный сайт Mozart Finance, чтобы, как говорится, не только поближе познакомиться с его основными финансовыми инструментами, включающими в себя фарминг и стейкинг, но и использовать их в своих целях. Однако я не буду излишне вас утруждать экскурсией по сайту, поэтому лучше сразу покажу на личном примере, как купить токены Piano на бирже и как отправить их в дальнейшем в пул ликвидности. Итак, для этого перейдем на биржу PancakeSwap, ссылочку на которую я обязательно оставлю в описании, и выберем обменять имеющиеся у нас токены, у меня это будет BNB, в токен Piano. Вводим количество токенов, которые хотим приобрести, у меня в качестве примера это будет 1 токен Piano, и нажимаем Swap, после чего в появившемся окне знакомимся со всеми деталями покупки и нажимаем голубую кнопку «Подтвердить обмен», после чего снова нажимаем «Подтвердить», немного ждем, пока обрабатывается наша транзакция, и для надежности все же проверим, чтобы она была успешно подтверждена. После этого возвращаемся в основное меню PancakeSwap и видим, что наш баланс Piano пополнился. Теперь же, чтобы отправить все эти наши токены в пул ликвидности, нам необходимо вернуться на главный сайт Mozart Finance и перейти в раздел фарминга, где вы легко можете добавить ликвидность в один из доступных пулов, которых, как вы видите, немало. При этом перед началом участия вы всегда можете просмотреть все сопутствующие детали по каждому из них, в том числе и общий объем каждого конкретного пула. Плюс вы всегда можете заглянуть в раздел «Калькулятор», чтобы увидеть приблизительную доходность выбранного вами пула ликвидности, который будет зависеть от многих показателей, то есть не только суммы токенов, но и от количества их дальнейшей блокировки. С этим, я думаю, понятно. Что ж, предлагаю вернуться обратно в раздел пулов и наконец-то уже отправить наши имеющиеся токены. Для этого нажимаю на стейк Piano к BNB и в появившемся окне выбираю максимальное количество токенов для отправки в пул. После нажимаю «Одобрить Piano». Далее же нас попросит вновь подтвердить транзакцию. Подтверждаю. И все, что мне осталось, так это снова одобрить операцию. Одобряю и вижу всю необходимую мне информацию, начиная от цены токена до доли моего участия в пуле. Нажимаю кнопку «Поставка», читаю детали, а также необходимые предупреждения о возможной отмене моей сделки из-за слишком маленькой суммы участия. Но опять же, эту сумму я использовала исключительно для демонстрации, поэтому смело нажимаю «Подтвердить поставку», подтверждаю ее через MetaMask. И все. Как видите, внизу сразу же отобразилась вся информация по поводу моего участия в пуле ликвидности со всеми текущими суммами токенов. Однако, чтобы в дальнейшем увидеть еще и свой доход от этого, необходимо в левой части интерфейса нажать на раздел «Ликвидность» и возле нашей пары нажать на стрелочку вниз, чтобы раскрыть дополнительную информацию, где вы также увидите все сопутствующие параметры. Что ж, это, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Как видите, принимать участие в фарминге не так уж и сложно, ведь все действия интуитивно понятны и поэтапно вытекают одно из другого. Но если же вдруг у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы всегда сможете обратиться за поддержкой в официальный чат Mozart Finance, где вам с радостью помогут как сами админы проекта, так и участники этого прекрасного развивающегося сообщества. На этом же у меня все. Всем спасибо за внимание, удачи и пока-пока!